Марианские лазни. Сегодня я расскажу, как провести отдых в Марианских лазнях. Так, чтобы получить максимум удовольствия и комфорта. Без скучных историй, только простые практические советы, которые помогут сделать ваш отдых удобнее и интереснее. Марианские лазни – город небольшой, но при желании здесь всегда можно найти чем заняться. Кроме прогулок вдоль колоннад и питья минеральной воды, первое, что я посоветую, это подняться на смотровую башню Гамелика. С нее открывается, пожалуй, лучший вид на весь город и долину. Это даст вам полное представление о городе и его расположении. Небольшой полезный совет для тех, кто хочет посетить парк Богеминимум. Не обязательно ехать сразу туда на канатной дороге. Можно туда добраться на автобусе номер 13. Сесть можно вот там. А обратно вернуться по той самой канатной дороге. Это будет гораздо удобнее. На конечной остановке вас встретит фуникулер, небольшой парк сказочных персонажей и парк миниатюр мини-богемия парк. Я мини-парк посещать не стал. Меня такие места обычно не очень впечатляют. Но если вы сомневаетесь, можно сначала посмотреть на него со стороны по дороге к башне, а уже на обратном пути решить, стоит ли туда заходить. По дороге на смотровую площадку вы можете зайти и полюбоваться, а может быть даже и покормить оленей. Для любителей горных лыж в Марианских лазнях есть вот такая небольшая заснеженная трасса. Конечно же, в данный момент она с искусственным снегом. Пройдя километр от остановки 13-го автобуса, вы попадаете на смотровую площадку. И преодолев еще небольшую высоту, поднявшись в башню, вас ожидает вот такой замечательный вид. Если захочется пройтись по магазинам, достаточно спуститься по главной улице и свернуть направо. Именно там сосредоточено большинство магазинов, включая продуктовые. От колоннады пешком это примерно чуть более 2 километров. Если идти не хочется, можно доехать на троллейбусе и выйти на первой остановке после поворота направо. А обратно уже прогуляться пешком по центральной улице вдоль небольших магазинчиков и кафе. Небольшой полезный совет. Если вы приехали из страны с евро, то при оплате картой иногда выгоднее выбирать в терминале местную валюту – чешские кроны. Так можно немного сэкономить на конвертации. Иногда в парке рядом с колоннадой устраивают небольшие ярмарки. А постоянная ярмарка мне показалась довольно скромной. Для любителей активного отдыха вокруг города есть множество пешеходных и велосипедных маршрутов. Некоторые из них проходят через очень красивые места с интересными видами. Сам город небольшой, поэтому большинство мест можно спокойно обойти пешком на протяжении всего отпуска. Иногда, гуляя по тропинкам и улицам, можно встретить интересные места, которые словно застыли в ожидании лета. И красивые здания. Некоторые, увы, не в лучшем состоянии и, вероятно, ожидают не лета, а строителей. Если основные места вы уже посмотрели, можно прогуляться по небольшой русской улице и заглянуть в красивую православную церковь. Конечно, во время отдыха захочется пойти в ресторан или кафе и попробовать местную чешскую кухню и пиво. Я посетил несколько мест, но одно понравилось настолько, что я возвращался туда 3 раза. Обязательно попробуйте свиную рульку. Если не ошибаюсь, по-чешски это звучит как колено. Сыр-гуляш в хлебе и козий сыр. А из пива посоветую местный сорт Чадовар. Особенно хорош
темный. Отдельно стоит обратить внимание и на архитектуру города. Она придает Марианским лазням особый курортный характер. Постояльцам некоторых отелей предлагают бесплатные экскурсии. Одна из них – пешеходная по Марианским лазням, которая начинается у отеля «Новые лазни». Мне она понравилась. Хороший способ узнать город немного поглубже. Есть также автобусная экскурсия в Прагу. В моем случае эта поездка больше напоминала визит в определенный ювелирный магазин. Поэтому впечатления остались не самые лучшие. Тем не менее, возможно, вам повезет больше, поэтому я все же советую попробовать обе эти экскурсии. Надеюсь, эти простые советы помогут вам провести отдых в Марианских лазнях легко, интересно и комфортно. Желаю всем приятных путешествий и новых интересных открытий.